Привет, мои друзья! Сегодня у нас с вами большой кусок мяса, который мы будем запекать в духовке. Буженина, просто свиная шея, кусок мяса. Это может быть говядина, это может быть баранина, как вашей душе захочется. Буженина – это достаточно такое древнее, можно сказать, русское блюдо. Мясо большим куском, которое запекалось в печи. В печи на хорошем, добром жаре, остывающей духовке, остывающей печке даже, да, правильно сказать. И получалось очень вкусным, ароматным. Оно подается как в горячем виде, так и в холодном. Как в холодном это может быть отличное колбасное изделие, которое заменит вам колбасу. В горячем виде это великолепное центральное блюдо вашего праздничного стола. Есть два момента, по которым мы можем с вами пойти. Если кусок достаточно большой, вообще традиционно буженина – это большой кусок мяса, как я уже говорил. Но в основном, конечно, для такого берут более сухие постные куски, например, лопатку, окорок, ну что-то из этого. Мы сегодня возьмем свиную шею, она жирная, в ней большое количество прослоек мяса, которые чередуются с жиром, поэтому она всегда получается сочной. И если вы делаете это небольшими кусками, а в современном мире, скорее всего, вы делаете это небольшими кусками на небольшую семью, там, из человек 4-5, куска в 1 килограмм, в 2 килограмма вам будет вполне достаточно. Если кусок большой, жесткий, плотный, то его, конечно, лучше предварительно просолить, промариновать. Для этого варится рассол, мясо туда закладывается, оставляется несколько суток для просолки и так далее. Есть более быстрый вариант – это использовать максимально насыщенную, яркую корочку сверху, ароматную специй, трав, пряностей, соли и перца. И благодаря тому, что внутри мясо получается чуть более постным, потому что, понятное дело, что за пару часов оно не просолится, не промаринуется, никаким образом. Баланс между пряной, яркой корочкой и нежным центром, он будет себя уравновешивать на тарелке, когда вы будете это все есть вместе. Мясо мы пока отставляем в сторону и подготовим именно эту ароматную обмазку. Нам понадобится 1 перчик чили. Разрежем его вдоль. Вот так вот семечки сами вылетают. Их нам и надо убрать. Делать это можно ложкой, можно сделать это обратной стороной ножа. Аккуратно вычищаем семечки. Они дадут излишнюю остроту, которая нам не то чтобы сильно нужна. И теперь мелко его нарубим. Самое главное после такого глаза не тереть. Конечно, если вы не очень любите острое, то можете взять более сладкие сорта перцев, можете вообще убрать, можете заменить на какую-нибудь копченую паприку, получится с ароматом дымка. Теперь несколько зубчиков чеснока точно так же зачищаем и измельчаем мелким кубиком. Пряные травы. Здесь, конечно, все идет на ваш вкус, но мне нравится, как с мясом сочетается розмарин и тимьян, поэтому с них снимаем листики и тоже немного их порубим. Буквально по паре веточек. Просто как с елочки снимаем иголки. С тимьяна и розмарина. И для хорошего благородного аромата мяса мне очень нравится использовать в маринаде, в просолке лавровый лист. Буквально пару листочков, просто измельчаем руками до мелкой фракции. Его достаточно просто покрошить. Теперь все это прямо на доске аккуратно объединяем. Смотрите, какая красивая ароматная смесь получается. И смотрите, распределяем по доске тонким слоем. Если вы на этом этапе подумали, что Тихон поехал кукухой, то это совсем не так, и не пытаюсь я промариновать доску нашими специями, травами, чесноком и перцем. Просто сейчас доска будет выступать гарантом того, что мы равномерно распределим все это шубой по нашему мясу. Сюда же я сейчас посыплю соль, разровняю дробленый перец и немножко сахарного песка, он тоже улучшит вкус нашего мяса. Черный перец беру крупный, дробленый, чтобы он не горел во время запекания, не был пылью. Так вот равномерно по доске его тоже распределяю. Сюда же у нас идет соль. Немного сахарного песка. А для того, чтобы к нашему мясу все это лучше прилипало, мы натрем его горчицей. Она влажная, мягкая, точнее как, просто влажная.
Кусок мяса у нас тоже, конечно, достаточно влажный, но не настолько, чтобы собрать на себя все то, что мы хотим ему отдать. Поэтому я беру зерновую горчицу. Можно использовать и обычную. Натираю мясо со всех сторон. Вот видите, насколько более липкое, влажное оно стало. И теперь берем наше мясо и обкатываем его об доску. Смотрите, как равномерно специи распределяются по мясу. Разумеется, не забываем про торцы. Ну, разве не красота? Вот буженина наша готова. Ну как готова? Готова к тому, чтобы отправиться в духовку. Духовку заранее разогреваем до 180 градусов. И теперь вы можете использовать либо утятницу, либо форму для запекания. Но тогда может пересохнуть немножко. Поэтому мне нравится запекать в фольге, для того, чтобы первое время она потомилась в собственном соку. Поэтому берем фольгу и перекладываем на нее буженину. Чем более плотно на этом этапе вы ее сформируете и скрутите, тем более ровная и аккуратная форма получится в самом конце. Это вполне логично. Мы достаточно хорошо ее трамбуем. Все. В таком состоянии она готова для того, чтобы отправиться запекаться. Что касается времени, температуры готовности и так далее. С термометром. Разумеется, это самый простой и легкий способ узнать, когда ваша свинина готова полностью. Но достаточно простое правило – это 45-50 минут на каждый килограмм веса. У меня здесь примерно кило 200, плюс возьмите минут 10-15 на то, что запасные. Вдруг у вас духовка недостаточно разогрелась или мясо недостаточно достигла комнатной температуры, было холодным и долго прогревалось, лишним не будет. То есть я ее убираю примерно на час. Через час мы ее с вами разрежем и дадим ей уже немножко подпечься, после того, как она протопится в собственном соку. В этот момент вы можете подготовить какой-то гарнир. Если вы хотите, например, запечь картошку, то самое время вместе с бужениной отправить ее запекаться в духовку. Либо, если вы хотите использовать ее как холодное блюдо, то и от вас ничего не требуется. Просто ждем, отдыхаем, наслаждаемся процессом. Час приготовления нашей буженины прошел. Сейчас я хочу раскрыть фольгу и оставить буквально минут на 10-15 подзапечься с раскрытой фольгой, для того, чтобы корочка слегка подсохла. Давайте это сделаем. Что, друзья, давайте пробовать. Мне нравится, что в этом рецепте верхняя обмазка сохраняет свой цвет, яркость, и блюдо остается нарядным, даже когда его запекли и подают к столу. Давайте нарежем. Я думаю, вы прекрасно видите, насколько оно сочное, а насколько оно ароматное. Я вам, к сожалению, передать не смогу. Но вы сможете убедиться, если повторите. С хреном, с горчицей. Торцевые части самые ароматные, на них больше всего специй. Это просто превосходное блюдо. Да, оно тяжелое. Много такого не съешь. Но немножечко с хорошим гарниром, с отварной картошкой, за праздничным столом. Это то, что нужно, друзья. Обязательно пробуйте готовить. Буду благодарен, если поддержите это видео лайком, комментарием. Напишите, что вам понравилось или не понравилось. И нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Пока-пока.